В прошлом видео я показывала, как из старых брюк сшить маску для лица. Пока у меня еще есть швейная машинка, решила показать вам другую историю переделки. Сегодня из старой футболки мы будем шить, только не смейтесь, трусы. Нам понадобится, собственно, сама футболка, эластичная резинка, за счет которой трусы будут на нас держаться, иголки, булавки, сантиметровая лента. У меня, как видите, самая простая, обычная из Икеа. Бумага для выкройки, если вы решите шить по выкройке, нитки и, пожалуй, линейка. Перед началом эксперимента разрежьте футболку по боковым швам, чтобы получилось две половинки. Собственно, из каждой можно сделать по одной паре трусов. Выкройку я взяла в паблике ВКонтакте. Первая, которая мне понравилась, это трусы-слипы. Футболку нужно свернуть так, чтобы вот с этой стороны был сгиб. Это, соответственно, половинки деталей. Прикладываем. Можно вот тут на всякий случай сколоть, чтобы центр не сдвигался. И обвести. Припуски уже учтены, поэтому нам остается только обвести. Можно даже сделать вместе с линейкой, будет удобнее. Это задняя половинка, это передняя. И вот эта серединная деталь называется ластовица. На самом деле вы можете не использовать готовые выкройки, а сделать свою, взяв за основу модель тех трусов, которые вы уже носите и которая вам нравится. Но если вы шьете первый раз или у вас не очень большой швейный опыт, я советую не импровизировать и взять что-то гарантированное для начала, потренироваться, а дальше уже экспериментировать и обводить свои модели трусов. Начинаем наши манипуляции с ластовицы. Задача пришить ее так, чтобы в конечном счете везде были только лицевые стороны. Напомню, крестиком я отмечаю изнанку, чтобы не запутаться. Вот, соответственно, вот эту нам нужно пришить вот так, а вот эту вот так. Вот, мы здесь закалываем иголочкой, я даже сметывать не буду. И вот здесь прострочим на машинке. Получится, что здесь такое 3 слоя ткани. Вот, соответственно, потом мы вывернем, и будет вот так вот. И будем дальше пришивать к передней части. Вот эту часть пришили. Теперь пришиваем к передней части трусов. С нижним все понятно. Сразу закрепим. Развернем к себе, чтобы было яснее. Верхняя должна вот так вот быть. Но чтобы ее вот так пришить, нужно немножко вывернуть трусы. Сейчас мы заберем эту иголку и скрепим. Вот, соответственно, когда мы это прострочим, будет снова все идеально. Вот, это важно, чтобы понять принцип. Дальше сейчас мы это просто аккуратно соединим. И строчить тоже будем вот так вот с вывернутой ластовицей. Вот так вот на машинке прошьем. Вот так мы прошили и выворачиваем. Дальше самая простая часть. Нужно скрепить боковинки трусов на иголочку
и прострочить где-то на расстоянии 0,5 см от края. Можно сделать оверлочной строчкой, если у вас такая есть, или подойдет обычная прямая, тоже ничего страшного. Дальше нам понадобится сантиметровая лента, ручка, карандаш, листок бумаги, чтобы все это записать и не забыть. Будем измерять длину трусиков здесь и вокруг ног. А дальше применим волшебную формулу и посчитаем, какое количество резинки нам нужно отрезать, потому что это самое важное, что нужно сделать. В противном случае, если резинки будет слишком мало, то трусы будут сборить. Если будет слишком много, то они просто не будут на вас держаться. Так, тут одинаково 37,5 умножить на 2. Дальше нужно будет вычесть 10 или 15%. И это то количество резинки, которое нам и потребуется. А теперь отмеряем резинку по нашим замерам. Дальше концы резинки нужно будет сшить и аккуратно приметать тут. Следующий этап. Я подвернула на сантиметр и приметала вот этот разрез для ноги. И также резинку разделила на 8 частей одинаковых и вот так вот закрепила иголочками. И на трусах тоже я сделала 8 таких меловых отсечек. Ну, то есть мы сначала сгибаем вот так, потом вот так, и с каждой стороны делаем вот такие засечки. И дальше наша задача совместить резинку, иголочки вот с этими засечками, чтобы натяжение резинки было одинаковым. Это ключевой момент в пошиве трусов. И шить мы будем таким образом, что у нас будет вот так вот как раз узорчик резиночки выступать, а все остальное останется с изнанки. Получается примерно вот так вот. Не уверена, что все равно одинаково получилось идеально, но это лучшее, на что я способна на текущий момент. Дальше мы не будем это на руках уже сметывать и сразу прострочим каждый интервал вот так вот понемногу натягивая и убирая иголочку. Вот смотрите, как у нас получилось. Ну, не идеально, но в целом неплохо выглядит. И вот ту ткань, которую мы подгибали, край, он немножко торчит в некоторых местах. Это, в принципе, нормально, можно срезать ножницами, сейчас покажу как. Сам себя не похвалишь, но трусы, правда, получились бомбическими. Я даже не ожидала такого эффекта. Конечно, черная декоративная резинка делает свое дело и очень сильно преображает даже старую и простую ткань. К слову, на резинку и пришлись основные траты. 1,20 м обошелся в 40 рублей. Я покупала в Леонардо, и это не самый дешевый магазин, так что при желании вы можете сделать трусы еще дешевле. В общем, как вы видите, апсайклинг — это не только экологично, но еще и экономически выгодно. Желаю вам удачи в ваших швейных экспериментах. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. С вами была Лена Володина. Пока-пока!